Друзья, наш рейд начинается с того же, с чего и обычно. Я оставил машину на парковке. Вот рядом на парковке еще есть свободные места. А я иду к ребятам, которые, наверное, уже ждут. Почему я начинаю с парковки? Потому что хочу показать, что места на парковке есть. Проблема в том, что многие водители по привычке или по другой причине просто не хотят их даже пытаться найти. Им проще припарковать свою машину прямо в метре от того места, куда им нужно. Вот тут у нас закончились парковочные места, а здесь у нас у водителей закончилась совесть. Привет, друг. Привет, рад видеть. Взаимно. Вот, в принципе, и есть та самая проблема, да, кто говорит, что машины на тротуаре никому не мешают. Давайте обратим внимание, сколько их. Мы показываем водителю наклеечки, может обойдется, чтобы не клеить. Вам лучше назад сдать, только надо водителя Мерседеса. Оттуда. Кто вам про этого места сказал? Да жители, которые живут здесь. Вот представьте себя на секундочку пешеходом. Вот смотрите, мама с коляской. Представьте, что вы идете. Есть просто очень большая проблема. Все заезжают, и здесь уже 20 лет вот так Да, заезжают. и это надо что-то менять, потому что это невозможно. Короче, давай мы раскроем эту тему. Итак, друзья, здесь все говорят о том, все те, которые заезжают сюда, говорят, что они здесь живут и здесь можно заезжать. То есть это их заезд. Нет, друзья, вот это искусственно сделано. Здесь насыпана шибенка, это все искусственный такой съезд. Причем был камень большой. Ну да, здесь был, я помню, здесь было заграждение, сюда нельзя было с Крянки заехать. Заезд есть с той стороны, я его обязательно покажу. А вы объясните. Я же объяснил, он не хочет сдавать назад. Вы не проедете вперед, сдавайте назад. А что, там забито, что ли? Да, там парень стоит на тротуаре. Он недвижимое имущество. Осторожно, коляска. Плотность потока транспорта просто поразительная. Когда придет, он тогда и отойдет, поставит штраф. Ну оставляйте машину, тогда ждем полицию. А чё вы? Он не хочет уезжать, говорит, ждет полицию. Ну, он бы вышел давно. И там еще. Два наших активиста говорят водителю, что надо уехать. А водитель, в свою очередь, говорит, что будет ждать полицию. Вот. Ну и когда нам Маша стикери, лавамин, кари... Осторожно, там стол, блин. Я вот даже не буду выключать камеру, я просто покручусь. Здесь машина, ну и здесь машина. Ребята, выпустите девушку. Добрый день, пока вы не припарковали машину, мы сейчас будем полицию вызывать, и вы... Нельзя здесь, да? Ну а как вы думаете, на тротуаре можно или А нет? с той стороны? С той стороны на тротуаре тоже нельзя. Вы когда поднимались наверх, там были заезды на парковку. Ну, все, не спорю, ребята. Да, спасибо за понимание и за вашу адекватность. Осторожненько. Здравствуйте. Вам не мешают пешеходы на тротуаре? Ну, я спрашиваю, вам не мешают пешеходы? Не мешают? Вам мешает или не мешает? Не мешают. А чтобы вы знали, вы мешаете пешеходам на тротуаре. Тротуар — это место для Как вы относитесь пешеходов, к и вы на машинам? машине не имеете права здесь Ваше находиться. мнение. Я предвкушаю ваш вопрос о том, что почему другие паркуются. Все, которые здесь припаркованы, сегодня получат штраф. И плюс подарим еще по наклеечке на лобовое стекло. Правильно делаете. Все, всего доброго. Просто вы очень красивые, большая, красивая семья и да, взаимно. Какая у нас цель? Всех выпускаем, никого не впускаем. Ну и сейчас вызовем полицию. Разъяснительная беседа даже с теми, кто выезжает. Ну, Вот, давит. Джон Миллиметрон. Почти. Что он делает? Это разве не наезд? А что вы делаете? Да, пытаться напой, да, пештивом, ведеți? Semnalez. Dar nu trebuie să semnalizați. Știți că claxonatul este interzis. În primul rând, parcarea este interzisă. Da. Aici este zonă pentru pietoni, domnule. Aici nici parcare nu este, nici demers nu se poate. Dumneavoastră să mergi peste mine.
scriu dumneavoastră plângere? Dar nu, pentru ce semnalizați dacă eu sunt pe zona mea, dumneavoastră, eu nu mă bag în mijlocul drumului și merg pe acolo. M-ați intrat, pe acolo, pe aici. Eu nu pot să mă dau într-o parte, eu sunt pe zona mea, domnule, nu pot să mă duc nicăieri. Deși dumneavoastră mă calcați. Нет, ну говорят вперед, вы все равно назад едете. Там люди, куда вы едете? Саша, давай наклеечку. Клей наклеечку. Там еще человек сзади вас. Вы давите людей, ну. Вы сейчас никуда не uедете без протокола о наезде на пешехода. Вы дважды наехали на человека. Uitați câți copilași aici micuți. Chiar un pic, e că uitați, mama cu cărciorul. Конечно, стоим тут. Дипи Теодорович. Все равно через Теодорович. Для вас будет уроком. Вы дважды наехали на человека, сдавая задним ходом. С вами полчаса говорили, вам пытались объяснить, вы все равно едете вперед. Я понимаю, что у вас есть своя цель, и вы хотите отсюда выехать любой ценой, но не сегодня. Сегодня вы поедете через Теодорович. Либо самостоятельно, либо с протоколом. Мы сейчас еще одну наклеим. И вы пока будете их отклеивать, приедет экипаж полиции. И мы будем настаивать, чтобы вам составили за наезд на пешехода. Вы остаетесь здесь? Давайте прямо сейчас и вызовем 112. Можешь сказать ребятам из лайва, что произошло? Ну, этот человек дважды наехал на человека. Вот, да. Трижды сейчас будет наезжать. Что вы делаете? Отойдите вы в сторону. Здравствуйте. Мы на Можно, тротуаре пожалуйста, стоим. экипаж Мы на патрульной тротуаре полиции стоим. на Что значит тротуар? отойдите в сторону? Это вы уезжаете. Иоанн Крянга, 72. Отойдите в сторону. Еще чего? Но тут очень много водителей, которые ездят по тротуару. Ну и есть те, которые пытаются давить пешеходов. Вот так, удачного рейда, друзья. Передайте экипажу, они знают эту локацию. Крянга 72, Кишинев, здесь постоянная проблема. Очень сложно держать себя, так сказать, в руках, в колготках, не выходить на эмоции, потому что когда человеку объясняешь, показываешь камерой, как он сдает назад, наезжает на человека, с ним полчаса общается, он после этого опять сдает назад, пытается наехать на человека. И очень сложно сохранять спокойствие, потому что такие ситуации изматывают. Вот только что водителю сказали, что здесь парковаться нельзя. Девушка, вы приехали с другой стороны. Вы получите протокол от полиции. Я вас призываю сейчас уехать. Apujveni poliție și amintează. Aveți un proces pentru parcare pe trotuar. Da, toate mașinile. Asta e все нарушители. Nu știu de ce eu sunt mai 5 minute să Aveți intru în permis de magazin. conducere? Da, am permis Știți cum de se conducere. permite parcare? Aici nu este indicator care interzice. Какой знак должен быть на тротуаре? Indicator Ce indicator trebuie care să fie la interzice parcarea. pe trotuar? Eu nu văd Există așa indicator ceva? pe marginea străzii. Asta e trotuar, asta Eu, nu e stradă. uitați-vă câtă lume, dați-mi voie 5 minute, eu am ieșit în pauză de masă, oameni buni. Ой, сил моих просто нет. Мой словарный запас на молдавском, конечно, очень маленький, но тем не менее я пытался объяснить, что здесь парковаться нельзя. Она сейчас первая получит наклейку, и мы ждем полицию. Așteptăm poliție, stați la loc și așteptăm poliție. Da. De masă, eu n-am timp să mă joc cu voi. E ca în clienți la toți. Это не отговорка. Вас предупредили, с вами поговорили. Vedeți cum vă dau eu sticată. Eu mai mult timp pierd ca să scot asta. Вот сейчас прямо приехала полиция. Lasă-vi, Я надеюсь, вы еще и протокол получите. lasă-vi poliție. С вами вам пытались объяснить, что здесь нельзя. Вы на всех наплевали, еще нас пытаетесь виноватыми сделать. Это все нарушители, это все нарушители. Ok, încleț la dânsii, dar eu în 2 minute. Și deja era să ies. Как это оправдывает вас? Bună ziua! Eu am chemat. Foarte bine. Здесь конфликты с водителями, потому что заезжают на тротуар. Uitați-vă, domnule, am intrat în magazin 5 minute, vă rog bonul, în 2 minute am intrat și am luat că am comandat și ei mi-au încleiet și eu durează 10 minute ca să scot chestia asta de pe Da. mașină. Очень хорошо, что полиция приехала быстро. Я сейчас надеюсь, что еще и протокол получит эта девушка, и на следующий раз будет уроком вдвойне. Потому что мы потратили время на то, чтобы ей попытаться объяснить, но раз ее желание важнее, чем пешеходы, то я тут не виноват. Дом полицист. Bună ziua, mă numesc Alexandru, я веду лайв-трансляцию, и мне бы хотелось спросить один вопрос, получить ответ на один вопрос. Можно здесь парковаться или нет? Нет.
назива. Короче, вы слышали, нельзя здесь парковать. Женщинам. Разговор идет к тому, что девушка говорит, что она всего лишь на 2 минуты приехала и считает, что это как-то ее оправдывает. Что будет происходить дальше? Полиция должна будет сфотографировать все эти автомобили для того, чтобы потом идентифицировать. После этого отправляют фотографии в центр мониторинга, и этим водителям должен прийти штраф. Те водители, которые находятся на месте, мы будем просить, чтобы инспектор составил протокол по факту. Какой штраф за такую парковку? 4 пункта штрафных и 750 лей. Это $40. Работает тут просто непочатый край. Пока притура, пока Примария не возьмется за этот вопрос, как нам обещали, не разграничат въезды и не поставят ограничения на парковке на тротуаре, эта проблема просто так не закончится. Эта проблема будет усугубляться с каждым днем. Автомобили в страну возятся все больше и больше. И каждый водитель считает все больше и больше, что ему везде должны предоставить парковочное место. Эта проблема не закончится, пока не подключатся муниципальные власти. Сейчас интерактив, друзья. Друзья, на самом деле Саша ведет лайв, я снимаю с другой камеры, с другой стороны. Так что смотрите потом полные выпуски. Покажи, давай я скажу. Друзья, я веду лайв. На канале будет 2 видео. Видео-стрим этот. И мы нарежем реальное, нарежем лучшие моменты. Обязательно, вот, я публикую это параллельно, поэтому по ссылке, которая сейчас всплывает наверху, смотрите лайв-трансляцию и обязательно напишите в комментариях, что вам больше нравится. Выделенные моменты, то есть монтаж или лайв-трансляции, чтобы мы знали на будущее, как лучше вести. Давай, а мы идем дальше, потому что... Почему водители делают вид, что они первый раз видят? Вы что, первый раз на машине, что ли? Что, очень умный? Представьте себе. Ты помолчи лучше. Вы заехали через пешеходный переход на тротуар. Сейчас еще и картер оставить. Послушайте, какой беспредел, вот правильно выразился. Водитель возмущается на инспектора, что тот не разрешает проехать по тротуару. Водитель на инспектора возмущается. Вот до такого уровня мы дошли. Вот у нас тут было место, где спорили с водителем. И вот ниже есть парковочные места. Я не знаю, будем перематывать или нет. Я просто их покажу. Вот, видите, как минимум одно место для этого водителя дачи. Я не буду ходить дальше. Здесь еще много таких мест. Зачастую проблема даже не в парковках, а проблема в том, что привычка. Водители не хотят искать. Не хотят, и мы не знаем, как донести эту истину, что не стоит ущемлять пешеходов, потому что вы смогли позволить себе купить автомобиль. Если вы говорите, что здесь нельзя парковаться... Это не мы говорим, это говорят правила дорожного движения. Вы водите машину? Вожу. Права у вас есть? Есть. Если у вас есть права, вы должны знать правила дорожного движения. 44-й пункт правил дорожного движения говорит о том, что на тротуаре нельзя парковаться. Все, какие проблемы дальше, Андрей? Но какое пространство? Вы видите, что машина едет посередине? Какое пространство? Он едет, паркуется и... Так он едет. Рискуют здесь люди, которые ходят? Рискуют. Да какие средства вы живете? Вот, да, мы все кто работаем. Вас финансирует? Да, кто нас финансирует? Нас финансируют наши подписчики. Есть специальный сайт patreon.com, который заточен именно под то, чтобы люди, подписчики финансировали любимые движения. Давайте идем в сторону. Здесь человек нас спрашивал, кто нас финансирует. Я с гордостью хочу сказать, что нас финансируют наши подписчики. И если вы помните, если вы следите за нашей деятельностью, то мы запустили буквально, не знаю, месяц назад запустили новую рубрику в наших выпусках. Теперь в каждом выпуске мы знакомим вас с очередным нашим патреоном. Знакомьтесь с очередным нашим спонсором, патреоном, выбирайте сами выражения. Короче, с очередным человеком, который состоит в списке тех, кто нам помогает финансово. Знакомьтесь, зовут Володя Белостечник. Привет, Володька. Расскажи, пожалуйста, о себе. Расскажи, где ты живешь, там семейное положение, где ты работаешь, почему ты решил нам помогать. Говори громче, чтобы тебя было слышно хорошо. Всем привет, меня зовут Влад. Я живу чуть ниже тут от Флакры. Я тут практически каждый день гуляю с моим братом, ему 1,5 года, и сталкивался часто с проблемой, что невозможно прогуляться, потому что все сигналят пропустить их на тротуаре.
это наверняка нелогично. И поэтому я попросил ребят со Стопхама, это уже не первый раз, и они отреагировали на мою просьбу. Где ты работаешь, учишься, чем ты занимаешься в жизни? Я работаю в банковской системе, учусь параллельно в АСЕМе на финансы и банки. Помни, пожалуйста, что твоя поддержка помогает конкретным людям, а также способствует развитию гражданского общества Республики Молдова. Для меня это 1 чашка кофе в месяц, а для вас, надеюсь, это хороший вклад в вашу деятельность. У нас большая аудитория, ты можешь прорекламировать что-то, если хочешь, без проблем. Мы позволяем нашим патреонам воспользоваться нашей площадкой для рекламации чего-то. Вперед. Маленькая просьба, у меня в профиле в Фейсбуке есть размещен пост о том, что я продаю машину. Это идет речь о 140-м кабане, так и называемом. Друзья, если интересно, машина, и скинешь мне фотки, я их вставлю в монтаж. Ладно, возвращаемся к рейду. Ты посмотри, какой движ тут идет. Я бы на аварийке, тут тротуар, нельзя ездить. Я бы спросил, Эта девушка говорит, занялись бы чем-нибудь интереснее. Не дай бог, мы предположим, она будет гулять с коляской, и ее ребенок будет бежать рядом, и какой-нибудь такой же лихач на XC90 подъедет и не успеет остановиться. Наше нахождение здесь – это своего рода гарантия, что завтра чего-то ребенка не сбьют на этом тротуаре. Если водители привыкнут, что есть активные граждане, которые делают замечания, что на тротуар ехать нельзя, то будет свободно, будем спокойно гулять по тротуарам. XC60 был. XC60? Да. Я думал 90. А зачем вы это делаете? Зачем вы это делаете? Не надо так быстро ездить. Назад езжайте. Назад езжайте. А идите вы, пожалуйста, отсюда, а не где Прометей. Пожалуйста, отъезжайте. Если вы не представитесь, нам не о чем с вами. Ирина. Да, все. Я специально вернулась к вам с советом. Да вы на такой скорости. Лицей Прометей, там очень интересно. Идите, обклейте там все машины. Они запаркованы на тротуарах. Они запаркованы. Где находится? Я не знаю. Вот здесь, вот где Динамо. Где Динамо, кстати. А, где... Все, я понял. Они на Кстати, там проблема, да, Ирина, мы будем там. Мы будем там. Я да. на вас подпишусь. Мы будем там. Да, да, кстати, там часто Шкоды вот эти правительственные, да. Я для вас вернулась дать вам это. Это интересное предложение, и мы будем иметь в виду. Всего доброго. Да, да, но есть Батвор с... Теодорович. Я 37 лет здесь живу, и здесь 37 лет заезд. Я понял, просто если вы можете... Ребят, я могу, не вопрос. Просто вас попросили. Поддержку вашего движения я могу, без проблем. Спасибо. Ну, знаете, что здесь вы чуть-чуть. Не совсем. Давайте я вам скажу свою точку зрения. Мы перед тем, как выбираем локацию, мы идем при туру. Они нам сказали, вот этот заезд, который здесь сделан, он для спецтехники, не для водителей. Нам-то они об этом не говорят. Я вам говорю, что нам говорят. И в целом тут планируется оградить пешеходов от водителей, чтобы не было стычек. Да, да. Вы у нас извините, просто мы вас проинформировали. Я понимаю, вы чуть-чуть палочку перегибаете. Чуть-чуть. Это мое мнение. Спасибо. Ваше мнение тоже важно. Сейчас покажем вам выезд с этого двора. Да, вот, друзья, въезд в этот двор. Причем здесь есть въезд как со стороны Иоанна Алдия Тодорович, также есть выезд еще в ту сторону. Поэтому парень на X5 старом, который утверждает, что мы чуть-чуть перегибаем палку. Нет, мы вообще не перегибаем палку. Если бы мы залезли вам на капот и разбили стекло, да, это было бы перегибание палки. А когда мы вам в вежливой форме намекаем на то, что вы, прожив здесь 37 лет, не знаете, где въезд в этот двор, то, извините, это вы перегибаете палку. Не заезжайте. Нельзя. Тут, во-первых, высоко, во-вторых, очень дорого. Ей весело стало от наклейки. Хорошо, что мы подняли кому-то настроение. Давай закругляйся, да, я жду тебя. Я тебя записываю, да, давай, параллельно. Стой. Друзья, вот так мы записываем финалы рейдов. Ты сейчас меня засмущал. Обычно я знаю, что на меня смотрит одна камера, а тут 256 человек сейчас будут тебя... Так, давай, до 257. Ай. Класс. Друзья, на этом мы заканчиваем наш рейд. Сегодня не было ни драк, ни кипиша, но тем не менее этот рейд очень интересный.
Люди, которые здесь часто проезжают, вы нас поймите, запомните, что здесь ездить нельзя. Люди, которые не знают этот район, но посмотрят наш ролик, тоже сделайте вывод. А главный посыл у нас был для преторов этого сектора, для примаров нашего города. То, что есть проблема, которую нужно решить. Это проблема испокон веков. Тут всегда существовала. И если ее не решить, конфликт просто усугубится, потому что с каждым днем автомобилей в страну, в город возится все больше и больше. И если эту проблему не решить, будут стычки. Да, друзья, я хочу напомнить в финале о том, что наша деятельность общественного движения «Стопхам» в Молдове зависит от вашей поддержки. Если вы понимаете и поддерживаете наше движение, приглашаем пройти по ссылке из описания. Она ведет на платформу, которая заточена под поддержку любимых проектов подписчиками. У нас грандиозные планы. Мы хотим запустить «Стопхам» в Румынии, который будет называться «Стопбет». Уже отпечатали даже наклейки. Друзья, чтобы не быть голословным, смотрите. 1000 наклеек. stopbed.ro. Бет — это бедеран, хам на румынском. У нас много подписчиков наших молдаване учатся в Румынии и говорят: давайте, друзья, организуем «Стопхам» в Румынии. Давайте, конечно, это было бы интересно, но нужны средства. Продолжаем. У нас грандиозные планы. Мы хотим запустить «Стопхам» в Румынии, который будет называться «Стопбет». Уже отпечатали даже наклейки пару лет назад, но, к сожалению, так и не запустилась эта инициатива из-за того, что не было средств. Также мы хотим создать мультфильмы, 3D-мультфильмы, серию 3D-мультфильмов. Ни для кого не секрет, что мы с Юрой работаем в компьютерной графике и разрабатываем 3D-анимацию, 3D-мультфильмы. Мы хотим сделать серию мультиков, обучалок таких для детей от 5 до 10 лет, где будем объяснять, что такое хорошо и что такое плохо, где на детском уровне будем пояснять, что на тротуар нельзя заезжать, потому что очень многие люди по всей вероятности не получили эту информацию в детстве, поэтому воспринимают езду по тротуару как норму. Дальше мы хотим отпечатать футболки с символикой «Стопхам». В общем, друзья, если вам интересно развитие, диверсификация движения «Стопхам» в Молдове, приглашаем вас пройти по ссылке из описания на Patreon, на платформу, которая заточена под финансовую поддержку любимых проектов. Все, друзья, теперь точно пока. Пока.